Привет, ребята! В этом выпуске я продолжу обсуждение моей теории о предназначении пирамид Гизы и других больших пирамид в Египте. В моем предыдущем видео я изложила доказательства того, почему я считаю, что Великая пирамида не могла быть древней электростанцией. В настоящее время большинство исследований сосредоточено на Великой пирамиде в Гизе, хотя я считаю, что не стоит выделять одну пирамиду, не сравнивая ее с другими подобными. Нам необходимо рассмотреть и обсудить все большие пирамиды в Гизе, Дахшуре, Абу-Сире и Саккаре как группу. Между этими впечатляющими структурами должна быть связь. Эти вечные постройки были созданы не только ради формы. У них должна была быть важная функция, которая привела к их созданию. Великая пирамида Гизы – единственная, в которой есть проходы, соединяющие надземные и подземные камеры, в то время как в других крупномасштабных пирамидах нет такой же внутренней структуры, как в Великой пирамиде. У них минимальные полости, они почти полностью сплошные, и они построены поверх подземных камер. Кто будет строить такие массивные объекты, которые нельзя использовать? Почему древние строители решили использовать так много труда и строительных материалов? Если только они не собирались упаковать как можно больше материала в одном месте. То, как были построены эти пирамиды, указывает на то, что они были спроектированы таким образом, чтобы содержать как можно больше блоков. Это и могло быть их первоначальной функцией, которая заключалась в безопасном хранении огромного количества блоков. Так, какие блоки нужно хранить таким образом? В предыдущем видео я говорила, что крупномасштабные шахты и подземные камеры на плато Гиза могут быть частью одной большой древней подземной шахты. Стволы шахт находятся очень близко к пирамидам. У Великой пирамиды есть такие же следы от инструментов, как и в шахте Осириса. Вполне возможно, что между пирамидами Гизы и системой подземных горных работ существовала фундаментальная связь. Если эти древние шахты на плато Гиза были выкопаны для добычи полезных ископаемых, то какую возможную роль могли сыграть пирамиды в этой сложной операции? Некоторые уловили мои намеки из предыдущего видео. Моя теория заключается в том, что пирамиды могут быть тщательно структурированными шлаконакопителями, хвостохранилищами и отвалами пустой породы из шахт. Знаю, это может показаться возмутительным, потому что пирамиды Гизы являются для нас ключевыми символами. Называть их свалками отходов из шахт или отвалами шлама просто оскорбительно. Хотя с эмоциональной точки зрения мне трудно с этим согласиться, но эта теория хвостохранилища возникла в результате моих исследований. С самого начала я никогда не была склонна делать такие выводы, но все мои исследования указывают именно на это. Представьте себе, что если бы все люди внезапно исчезли, что стало бы узнаваемым доказательством существования нашей цивилизации через десятки тысяч лет в будущем. Небоскребы? Нет. Современные конструкции требуют регулярного обслуживания и ремонта. Когда ремонтные работы прекратятся, здания в конечном итоге рухнут. Однако земные сооружения, такие как шахты и пещеры, высеченные в скалах, прослужат дольше всех. Мегалитические памятники, вызывающие у нас такой большой интерес, вероятно, являются голыми костями предыдущей развитой цивилизации. Если египетские пирамиды действительно предназначались для хранения отходов из шахт, это фактически доказывает, что эта древняя цивилизация была настолько развитой, что сегодняшние технологии далеки от их уровня. Позвольте мне привести свои доводы, и после этого вы сможете судить, заслуживает ли моя теория внимания. Сначала давайте взглянем на некоторые типичные участки шахт. Вы видите, что современные шахты и подземные пути к руде похожи на шахты Гизы. А на поверхности Земли вы видите нечто в форме пирамиды. Это куча отходов или по-другому пустой породы. Горнодобывающая промышленность производит много отходов. Когда вы будете проезжать мимо какой-нибудь шахты по добыче полезных ископаемых, в большинстве случаев вы, скорее всего, заметите только отходы этой шахты, потому что большая часть работ проводится под землей. Металл при добыче обычно смешан с другими породами. Химические вещества, такие как цианид, обычно используются для отделения металла от руды. После удаления металла из породы,
оставшаяся порода становится пустой. Помимо пустой породы, в процессе добычи также образуются хвосты горных выработок. Хвосты – это мелко измельченные породы и другие минеральные отходы. Пустая порода и хвосты обычно практически не используются и утилизируются таким образом. Из-за способа обработки минералов хвосты и пустая порода могут содержать концентрированные химические вещества. При неправильном обращении опасные и токсичные материалы отходов из шахт, такие как тяжелые металлы, кислая вода и химические вещества, могут попадать в окружающую среду. Поскольку шахты обычно эксплуатируются в больших масштабах, огромные площади почвы, грунтовых вод и водоносных горизонтов могут быть потенциально загрязнены, что может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у населения. К сожалению, горнодобывающая промышленность исторически использовала самые простые и дешевые методы хранения отходов, которые заключались в том, чтобы сбрасывать их непосредственно в реки и озера или складывать их на землю или в ямы. Затем ветер и дождевая вода распространяют загрязняющие вещества на местные и расположенные ниже по течению почвы и источники воды. Это губительный способ хранения отходов из шахт. С середины 20 века горнодобывающие предприятия были вынуждены отказаться от старых способов захоронения отходов и искать более безопасные и экологически чистые технологии. Сегодня самый распространенный метод обращения с хвостами – это складирование хвостов и шламов в хвостохранилища и шламохранилища. Некоторые из крупнейших шламохранилищ имеют диаметр более нескольких миль и глубину в сотни футов. Шламохранилища не только некрасивы, но и опасны. В мире произошло несколько катастрофических обрушений крупных шламохранилищ. Помимо потери нескольких сотен человеческих жизней, эти крупные аварии привели к загрязнению и разрушению больших участков земли и вызвали серьезное загрязнение грунта и водных путей. Поэтому строительство шламохранилищ – не идеальный способ хранения отходов от горных выработок. Но как мы можем постоянно и безопасно хранить такие отходы? В последние годы появилась новая концепция, называемая сухим шламом. При использовании метода сухого шлама отфильтрованный шлам укладывается и уплотняется в насыпь. Поскольку нет ни шламохранилища, ни дамбы, то и разрушения дамбы и разлива шлама не будет. Было обнаружено, что система хранения сухого шлама значительно улучшает структурную стабильность хранилища. Кроме того, хранение шахтных отходов на месте эксплуатации рудника является более экономичным и экологически безопасным, поскольку это экономит транспортные расходы и ограничивает распространение загрязнения. Технологии сухого складирования и пасты из цементированного шлама могут более эффективно утилизировать хвосты и шлам, с гораздо меньшим негативным воздействием на окружающую среду. Этот метод позволяет восстановить максимальное количество оборотной воды и остаточных химикатов. Пока что это считается наиболее устойчивым и эффективным методом физического хранения. Говоря о технологиях пасты из цементированных хвостов, мне нужно привести увлекательную и правдоподобную теорию Джозефа Давидовица, французского материаловеда, известного изобретением химии геополимеров. Профессор Давидовец предположил, что блоки пирамиды не вырезаны из камня, а в основном отлиты из известнякового бетона. Существует множество научных работ с результатами анализа различных материалов пирамиды, подтверждающих теорию искусственных блоков. Например, в статье от 2006 года «Микроструктурные доказательства восстановленных блоков известняка в Великих пирамидах Египта». Исследователи заявили, что образцы пирамид содержат микрокомпоненты с заметным количеством кремния в сочетании с такими элементами, как кальций и магний. Они находятся в таких соотношениях, которые не существуют ни в одном из природных источников известняка. По их словам, изощренность и надежность этой древней бетонной технологии просто поразительны. В другом исследовании использовалось палеомагнитное исследование горных пород великих египетских пирамид Хуфу и Хафра. В отчете написано, что палеонаправление 3 точек отбора проб демонстрирует общую ориентацию с севера на юг, предполагая, что они могли быть получены на месте с помощью бетонной технологии. Исследователи сделали вывод, что даже если и была использована бетонная технология, то пирамиды были построены из смеси блоков природного и искусственного известняка. Здесь я хочу отметить, что отходы шахты на плато Гиза
вероятно, содержали как пустую породу, так и илистые хвосты. Если к этим отходам шахт применить цементированный метод, то конечным результатом будет смесь природного и искусственного известняка, потому что пустая порода будет похожа на заполнители в сегодняшнем бетоне. Кроме того, искусственными являются не только камни ядра пирамиды, но и облицовочные камни. Ученые проанализировали облицовку пирамиды Бента, и результаты предполагают, что камни облицовки состоят из зерен известняка из Турского карьера, зацементированного аморфным кальциево-силикатным гелем, образовавшимся в результате вмешательства человека. Ссылки на эти документы есть в описании под видео, если вы захотите их проверить. Так почему же древние строители использовали другой, более качественный и гладкий материал для внешней облицовки пирамид? Блоки египетских пирамид, как правило, содержат ископаемые раковины и нумулиты. Часть из них выглядит как искусственно перемешанные, а часть осталась нетронутой. Некоторые исследователи утверждают, что это свидетельство того, что камни пирамиды являются натуральными. Но я считаю, что нетронутые окаменелости также могут быть образованы и пустой породой. Возможно, древние горняки объединили пустую породу и хвосты с вяжущим пастообразным цементом, в результате чего получились блоки с окаменелостями. Технология пасты из цементированных хвостов – это новая концепция. На сегодняшний день я не обнаружила на планете крупных зацементированных хвостохранилищ. Если это лучший метод хранения хвостов, почему же сейчас ни одна компания не использует его? Создать крупномасштабное хранилище пустой породы и хвостохранилище – на самом деле это очень сложно и требует углубленных расчетов и моделирования. Дело в том, что такие хранилища предназначены для постоянного хранения потенциально токсичных материалов. Это большая ответственность, и будущие разрушения таких структур могут иметь катастрофические последствия с долгосрочными загрязнениями. Таким образом, хранение шахтных отходов, хотя и не очень привлекательное, но имеет решающее значение и требует тщательного планирования и проектирования. Вот несколько концептуальных моделей сухих хвостохранилищ. Эти диаграммы показывают важные особенности, которые можно сравнить с большими пирамидами Египта. Я обнаружила 6 сходств между сухими хвостохранилищами и пирамидами. Первое. Форма. Пирамида – это наиболее стабильная в структурном отношении форма для проектов с большим количеством камня или кирпичной кладки. Почему на всех диаграммах шахт была изображена пирамидальная форма? Это не случайно. Пирамиды имеют постоянно низкий центр тяжести. Пустая порода и сухие хвосты, как и другие отложения, встречающиеся в природе, естественным образом будут образовывать пирамидальные насыпи, потому что они наиболее стабильны. Конструкция хвостохранилища в его лучшей и наиболее эффективной форме будет иметь форму пирамиды, подобную пирамидам Гизы. Второе. Масштаб и размер. Великая пирамида была построена из примерно 2,3 миллиона больших блоков и весит 6 миллионов тонн. Пирамида Хафра немного меньше, но прочная, как и пирамида Менкаура. Таким образом, 3 великие пирамиды на плато Гиза вместе весят более 12 миллионов тонн и содержат более 4 миллионов больших блоков. Это в 24 раза больше, чем самое высокое сооружение в мире – башня Бурдж-Халифа. Для какой еще конструкции может потребоваться такое астрономическое количество твердого материала? С другой стороны, добыча полезных ископаемых может производить огромное количество отходов. Сегодня некоторые крупные горнодобывающие предприятия производят более 100 тысяч тонн сухих хвостов в день. А это означает, что одна из этих шахт может произвести достаточно материала для строительства 3 великих пирамид всего за 4 месяца. Предположим, что система добычи в Гизе похожа на современную шахту со сроком эксплуатации от 20 до 30 лет. Следовательно, разумно предположить, что на руднике образовалось достаточно отходов, сопоставимых с размерами пирамид Гизы. Хвостохранилища строятся поэтапно. По мере продолжения добычи новые отходы будут обрабатываться, консолидироваться и перемещаться в постоянно растущую кучу. Я думаю, что это может быть тот же метод, что и размещение блоков пирамиды. Третье. Твердые элементы. Большинство древних пирамид в Египте преимущественно твердые, с небольшими внутренними полостями. У Великой пирамиды самая сложная внутренняя система полостей.
но учитывая ее общую массу, она довольно прочная. С точки зрения строительства, нет смысла использовать столько строительного материала, чтобы построить эти огромные твердые конструкции с таким маленьким полезным пространством внутри. Если только цель не заключалась в том, чтобы упаковать как можно больше материала. Если эти пирамиды предназначались для хранения горных отходов, то мы можем объяснить их твердые свойства. Кстати, большинство камней в Великой пирамиде – это местный известняк с плато Гиза. Блоки неоднородны по размеру и форме и имеют только грубую отделку. И это имеет смысл. Блоки из цементированной пустой породы и хвостов и не должны быть идеальными. Четвертое. Отсутствие фундамента. У пирамид нет фундамента, и они стоят прямо на земле. Пирамиды Гизы стоят на известняковой скале, а другие пирамиды в Дахшуре, Абу-Сире и Саккаре также не имеют фундамента. Такие же характеристики имеют хвостохранилища сухого штабелирования. Кроме того, в конструкциях хвостохранилищ в нижних углах видны контрфорсы, а на внешнем слое насыпи. Это, кстати, пятое подобие, то есть использование облицовочных камней и угловых контрфорсов. Мы знаем, что изначально все пирамиды были покрыты облицовочными камнями высокого качества. На пирамиде Хафра и изогнутой пирамиде часть облицовки все еще цела. Как я уже упоминала ранее, этот светлый гладкий облицовочный камень представляет собой другую форму бетона или геополимера. Теперь давайте посмотрим на хвостохранилища из сухой пустой породы. Такие насыпи являются постоянными хранилищами уплотненных или зацементированных отходов. Как и у всех крупномасштабных каменных конструкций, просачивание воды может повлиять на структурную целостность, чего следует избегать. Кроме того, сточные воды, протекающие через насыпь, могут быть загрязнены остаточными химическими веществами, которые могут попасть в окружающую среду. Это еще одна причина для гидроизоляции насыпи. Вот почему открытый внешний слой хвостохранилища спроектирован так. По периметру построен твердый скальный контрфорс, работающий барьером для сыпучей пустой породы изнутри и гидроизоляции для воды снаружи. Это похоже на брезент поверх насыпи отходов, который защищает дождевую воду от загрязнений, что может негативно повлиять на качество грунтовых вод. Брезент на самом деле является эффективным способом защиты грунтовых вод от загрязнения, хотя это неприглядно и очень временно. А пирамиды были покрыты прекрасным облицовочным камнем. По современным меркам, это долговечное и элегантное решение. Другое дело, что на пирамидах Хефрена и Менкаура мы видим гранитную облицовку в нижней части. Гранит – более прочный камень, поэтому он может лучше служить как опорой, так и непроницаемым слоем для защиты блоков пирамиды от внешних воздействий. Несмотря на то, что сегодня у нас нет технологии литья гранита, на незаконченном облицовочном камне пирамиды Менкаура мы видим характеристики литья, такие как выступы и выпуклые округлые формы. Учитывая, насколько изобретательными были древние строители пирамид, вполне возможно, что у них была технология литья или плавления гранита. Шестое. Расположение. Самые современные горнодобывающие компании планируют заранее полный жизненный цикл горных работ и управление хвостохранилищами. Более рентабельно обрабатывать и хранить отходы на месте. Конечным наилучшим результатом планирования будет наименьшее количество визуальных следов, наименьшее загрязнение и наименьшее нарушение окружающей среды. Если шахты Гизы действительно были частью древней горнодобывающей системы, то вполне возможно, что хранилище отходов было размещено тут же на месте, чтобы исключить дальнейшее воздействие на окружающую среду. Ступенчатая пирамида также имеет обширные подземные ходы и несколько шахт. 3D-модель подземной системы ступенчатой пирамиды очень похожа на проект подземных горных работ. Подобно шахте Осириса на плато Гиза, прямо у пирамиды Уноса в Саккаре есть похожие шахты. В Абу-Сире также есть несколько подземных гробниц. Наземный георадар в Дахшуре также указывает на существование подземных археологических останков. Возможно, все эти пирамиды были связаны с шахтными работами.
Итак, я показала вам 6 сходств между пирамидами и хвостохранилищем. Мы видим, что формы и размеры их очень похожи. В основном это твердые конструкции без фундамента. И те, и другие построены с непроницаемыми и похожими на контрфорсы внешними слоями. К тому же они обычно располагаются возле сложных подземных систем. Очень нелегко найти другой тип структуры, которая повторяла бы эти сверхъестественные параметры. Если вы можете придумать что-нибудь еще, напишите об этом в комментарии. Я открыта для всех вдумчивых точек зрения по этому поводу. В итоге, пирамиды – это хранилище мусора. Достаточно провокационная теория. Учитывая, что сегодня зацементированные хвостохранилища все еще находятся на стадии разработки, это означает, что древние, построившие множество больших пирамид, были намного впереди нас. Они были не только более технологичными, но и экологически сознательными. Эта потерянная развитая цивилизация, построившая пирамиды, могла сильно отличаться от нас физически, умственно и технологически. И я считаю, что это универсальное действие. Сначала рассмотреть практичность и рентабельность строительства чего-то столь грандиозного, как пирамида, прежде чем вкладывать ресурсы и время. Независимо от того, использовали ли древние звуковые волны, частоты, антигравитационную силу или электричество, конечная цель таких проектов должна быть в состоянии оправдать общие требуемые усилия, вложенные в нее. А что думаете вы? Пишите ваши мысли в комментариях. Кстати, это не все мои аргументы. Есть еще кое-что, что нужно обсудить. Например, что добывали на плато Гиза. Но это тема уже для будущего видео. Это любопытное существо, я Тина. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.